Чуваки и чувихи, мужики и бабы, деды и бабки. Мы приглашаем вас на наш концерт «И чем торчать у своих телевизоров». Приходите 5, 6, 7 числа в ДК Горбунова, где вы услышите все лучшие песни из наших всех альбомов. Ты со мною забудь обо всем, эта ночь нам покажется сном. Грязные, потные, рваные, вонючие носки. И мертвый месяц еле освещает путь. Полагаю, мало кто станет оспаривать тот факт, что воронежская группа «Сектор Газа» получила статус легендарной еще при жизни ее отца-основателя Юрия Николаевича Клинских. И это при том, что «Сектор» практически никогда не был коллективом единомышленников. Начиная с самого 1991 года Юрий писал альбомы с гитаристом группы Рондо Игорем Жирновым, а музыканты, за редким исключением, сопровождали своего лидера лишь на гастролях. Можно сказать, что «Сектор Газа» — это сольный проект Юрия Клинских, что, впрочем, не помешало коллективу получить всенародную известность, причем с диаметрально противоположными взглядами. Кто-то восхищался песнями «Сектора» и признавал их просто шедеврами, а кто-то искренне ненавидел, считая их вульгарными, пошлыми и не имеющими никакого отношения к искусству. На сегодня лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских, больше известному под псевдонимом Хой, могло бы быть 60 лет. Однако рок-музыкант не дожил до этой даты, он внезапно умер 4 июля 2000 года в возрасте 35 лет. Но также бытуют версии о его убийстве. У певца остались жена Галина и две дочери, Ирина и Лилия. Как сегодня живут наследницы и бывшая жена знаменитого Хоя, а также его любовница, расскажу в этом видео. Юрий Хой официально был женат лишь однажды. С супругой Галиной он познакомился в деревне. Будущая звезда сцены отдыхал там у бабушки с дедушкой, в то время как девушка оказалась в местном колхозе на уборке свеклы. Вот такая была практика тогда в ПТУ. Юрий и Галина начали вместе гулять, а когда она не хотела идти, Юрий пел ей песни под гитару. Одну из песен она помнит до сих пор. Именно эта песня под названием «Милая» была опубликована в 2015 году в альбоме «Вой на Луну». Хой сочинил ее еще до армии, и она навсегда запала в душу Галине. Кроме этого, имя жены звучит и в другой композиции Клинских под названием «Ночь перед Рождеством». После прогулок и песен летними вечерами у пары закрутился роман. По словам Галины, он был скромный, добрый и совсем не умел ухаживать. Вскоре Юрия забрали в армию на Дальний Восток, а она ждала его прихода и писала письма. После возвращения Юрия из армии они сыграли свадьбу в Воронеже. Свадьба прошла, как и у всех простых советских граждан. Юрий устроился на работу в ГАИ, и вскоре у них в 1986 году родилась дочь Ирина, а в 1995 году у них родилась вторая дочь Лилия. Юрий очень любил своих детей и как мог заботился о них. Однако назвать этот семейный союз идеальным вряд ли можно было. Разгульный образ жизни и постоянные гастроли лидера «Сектора Газа» то и дело провоцировали конфликты между супругами. За несколько лет до смерти Клинских у певца появилась молодая любовница Ольга Самарина, от которой он то уходил, то снова возвращался. Когда у Юрия появилась любовница, Галина предложила развестись, но он не согласился. Хой не собирался бросать жену и детей. К счастью, в свой любовный треугольник Хой никогда не втягивал детей. Что касается дочерей, Юрий проявлял себя как заботливый и внимательный отец. Когда он приезжал, это всегда было для нас событием. Мы очень ждали. Каждый приезд папы заканчивался семейными прогулками, покупками, было весело и интересно, вспоминала старшая наследница артиста. Дома Юрий был абсолютно не таким, как на сцене. При дочках и жене бунтарь Хой никогда не ругался матом. Я всегда поражалась, насколько энергетика на концертах у отца была бешеная. Люди его чувствовали и думали, что он такой и в жизни. Но нет, он был совершенно другим. Просто у него сложился такой сценический образ, уверяет Ирина. Клинских не стало, когда ей было всего 13 лет, а Лилии 5. Страшную новость девочки узнали, находясь в гостях у бабушки. В тот день я была сама не своя. Весь день плакала, как будто чувствовала, что-то произойдет. У нас в поселке был пятачок, где собирались все ребята гулять, играть, кататься. На этом месте я ждала папу. Он должен был приехать в тот день. Его все не было и не было. Ближе к ночи я увидела машину, но из нее вышел не отец.
а звукорежиссер «Сектора газа» Андрей Дельцов и жена папиного брата. Они в обычной жизни никак не могли пересекаться, поэтому я как-то сразу поняла, что случилось, вспоминала Ирина в интервью. Подростку смерть отца нанесла сильную травму. Девочка даже на время забросила школу. Полгода втайне от мамы она прогуливала уроки. Классному руководителю пришлось привлекать вдову Хоя, чтобы решить проблему. Кстати, сама Галина Клинских после смерти супруга замуж так и не вышла. И до сих пор хранит сценические костюмы мужа в память о нем. Проживает на данный момент с младшей дочерью Лилией. Обе дочери помогают маме. Вдова музыканта не собирается больше выходить замуж. Она любила лишь одного мужчину в своей жизни и осталась ему верна. Галина активно участвует в воспитании своего внука. Она не работает и занимается домашними делами, получает часть авторских отчислений мужа и помощь дочерей. Но перед тем, как перейти к дочкам Хоя, я бы хотел рассказать также о такой женщине, как Ольга Самарина, которая хоть и не являлась законной женой Юры, но сыграла важную и, возможно, ту самую роковую роль в его действительно короткой жизни. И была с Юрой в последние минуты его жизни. С одной стороны, Самарина действительно познакомила Юру с барменом, который и угостил музыканта той самой отравой. С другой, Хой был взрослым человеком, который все же сам делал выбор. Но в одном он никак не мог определиться. На закате дней долгое время он жил с Ольгой и вместе с тем постоянно навещал семью, словно желал вернуться к Галине. Это еще одна причина, по которой Самарину не взлюбили. Разрушила чужое семейное счастье, говорят поклонники, но при этом не перестают интересоваться, как же сложилась жизнь женщины после кончины Хоя. С Хоем Ольга познакомилась на концерте «Сектора газа» в Москве. На тот момент у 27-летнего музыканта уже была семья, жена и дети. Ольга же совсем еще юная, 16-летняя девушка из столицы, которая не прочь покутить. Несмотря на разницу в возрасте, эти двое обнаружили нечто притягательное друг в друге. Нам просто было хорошо вместе. Мы оба были раздолбаями, на одной волне плыли. Правда, Юрка бабами был избалован, жестоко тусил с ними поначалу, рассказывала в своем интервью Ольга. Многие считают, что именно она разрушила семейное счастье Юрия и Галины. Сама Самарина утверждает, Хой и без нее изменял своей жене. Когда лидера сектора газа не стало, Ольгу начали обвинять во всех смертных грехах. Многие по сей день уверены, что именно она виновата в кончине Хоя, и что без нее жизнь Юрия сложилась бы совершенно иначе. Самарина утверждала, что она здесь ни при чем, но ей никто не верил. Музыканты группы перестали с ней общаться. Многие знакомые отвернулись. О себе лишний раз Ольга старается не напоминать, словно ушла в тень. Поэтому детали ее частной жизни остаются тайной. Однако время от времени в интернете появляются фотографии женщины, которые позволяют иметь хоть какое-то представление о ней. Если верить некоторым источникам, Ольга вышла замуж и у нее есть сын, но жизнь у женщины не заладилась. Она осталась со старенькой бабушкой, которая не может ходить и ухаживать за ней. Живет в Москве, от веществ давно отказалась, но вот они, по всей видимости, как мне кажется, не прошли для нее бесследно. Многие пользователи недоумевают, почему Ольга выглядит старше своих лет. Женщина родилась в 1975 году, но на снимках, которые просочились в интернет, она похожа на очень зрелого возраста даму, как говорят люди. В 2019 году Самарина побывала на кладбище в Воронеже, где навестила Хоя и музыкантов сектора газа. Интервью Ольга дает мало, устала от однообразных вопросов и от того, что потом все ее ответы воспринимаются публикой в штыки. Самарина утверждает, что когда они с Юрием познакомились, его брак с Галиной уже трещал по швам. При этом сама Галина Клинских рассказывала, что узнав о том, что ее муж завел бурный роман на стороне, чуть с ума не сошла от досады и обиды. Она даже была инициатором развода, но Хой противился, все еще думал вернуться в семью. Публика не любит Самарину, ее винят в гибели Хоя. Она же в свою очередь обвиняет во всем Галину, якобы та хотела вернуть мужа в семью при помощи черной магии. К бабкам каким-то ходила и в конечном итоге решила, раз Юра не достался ей, так пусть не достанется никому. Так звучит версия Самариной. Так или иначе, а именно Ольга остается единственным человеком, который действительно знает, как завершилась жизнь легендарного музыканта. Она была с ним в последнее мгновение его жизни и все видела, но наотрез отказывается рассказывать, коротко заявляя, плохо ему было, от скорой отказался, кровь как кипяток говорил.
Поклонники Хоя считают, что Самарина явно что-то не договаривает, но кажется, этого мы уже не узнаем никогда. Дочери певца живут в его родном городе Воронеже. Младшая Лилия окончила экономический факультет ВГУ, работает в банке и общение с прессой избегает. Старшая Ирина, наоборот, часто дает интервью. Она тоже получила высшее образование. За плечами учеба на факультете дошкольной педагогики и психологии ВГПУ. В 2011 году родила сына Матвея и единственного внука Хоя. Ирина делает все, чтобы сохранить творческое наследие отца. Дочь принимает участие в организации концертов в память об отце и сама также активно выступает с участниками коллектива «Сектор газа», на сцене в том числе в качестве исполнителя, а также работала и приняла участие в панк-опере «Кощей Бессмертный» по мотивам одноименного альбома группы «Сектор газа». Этот проект даже подтолкнул ее к тому, чтобы начать петь. Ирина в соавторстве с Романом Богословским выпустили книгу «Хой. Опасный путь через туман», куда вошли его рукописи, черновики и фотографии. Это тексты песен, и плюс у него есть заметки в тетрадях, расписанные по годам. В свое время он начал вести такой мини-дневник. Кстати, там есть тексты песен, которые никто никогда не видел. Делилась подробностями Ирина старшая. Старшая дочь Юрия – человек поистине уникальный. Все большие мероприятия и фестивали под знаменами «Сектор газа» последних лет – это в том числе и ее заслуга. Благодаря поддержке друзей и близких людей Ирина старается, чтобы память о ее отце жила. И это прекрасно, что ей это удается. Разумеется, есть достаточно много скептиков, подозревающих организаторов подобных мероприятий в желании заработать или критикующих идеи концертов с голограммами. Но когда подобное мероприятие собирает аншлаг в самом большом столичном клубе вместимостью 8000 человек, вряд ли стоит обращать на это внимание. Написанная самой Ириной в соавторстве с Романом Богословским книга – еще одна дань памяти ее отцу. Это тоже очень хорошая хронологическая история «Сектора газа». Читателю дается уникальная возможность понять, как творчество Юрия оценивает один из самых родных ему людей – его дочь. С этой точки зрения «Опасный путь через туман» особенно интересен. К сожалению, данная книга вышла всего лишь спустя несколько месяцев после книги Дениса Ступникова «Юрий Хой и группа «Сектор газа». Возможно, поэтому она хоть и произвела приятное впечатление, но все же не столь сильно, как работа Ступникова. Тем не менее, работу Ирины Клинских можно смело рекомендовать к ознакомлению. В ней вы найдете немало интересного. Если вы ценитель творчества Юрия, старшая наследница Хоя была замужем, но развелась и теперь воспитывает сына Матвея одна. Она уверяет, что мальчик, несмотря на юный возраст, прекрасно знаком с творчеством своего дедушки и даже подумает взять его фамилию. Матвей сам проявил инициативу, я не давлю на него, но была бы рада, если бы фамилия Клинских продолжила жить, говорит Ирина. Ты со мною забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. И мертвый месяц в небе освещает путь. Жизнь вокалиста и основателя «Сектора газа» Юрия Клинских, известного также как Юрий Хой, оборвалась, когда ему было всего 35 лет. После смерти музыканта группа прекратила свое существование. Как сложились судьбы других участников этого некогда невероятно популярного коллектива, расскажу в этом видео, не переключайтесь. Вадим Глухов, концертный гитарист. Глухов пережил Юрия Клинских всего на 10 лет. В начале 2011-го он пропал без вести, а весной того же года его тело нашли на территории военного аэродрома Балтимор в Воронеже. В качестве причин смерти СМИ называли отравление суррогатным алкоголем и переохлаждение. У Глухова тогда остались престарелые родители, на плечи которых и легли похороны сына и многочисленные долги Вадима. К счастью, силами поклонников легендарной группы в помощь пенсионерам была собрана небольшая сумма – около 20 тысяч рублей. Все эти деньги пошли на погребение Глухова. Мать и коллеги музыканта рассказывали, что еще до исчезновения у него были депрессии. Последние полгода Вадим был сам не свой. Вадик переживал из-за здоровья своих родных.
У него серьезно болел отец, да и мать-пенсионерка тоже периодически неважно себя чувствовала. Последний раз я с ним разговаривал за день до его исчезновения. Он мне сказал, что хочет уйти в монастырь, отдохнуть и подумать о своей жизни. Больше я ему не дозвонился. Приводит слова знакомого покойного Дмитрия Васильева. Алла Глухова, мать музыканта, также рассказывала о нестабильном психическом здоровье сына. Как-то Вадюшка мне сказал в разговоре, что музыкант должен умирать рано. После Нового года сына словно подменили. Он стал очень раздражительным. На вопрос о том, что случилось, отмалчивался. Возможно, депрессия была связана с профессиональной несостоятельностью музыканта. В свое время Глухов пытался реанимировать «Сектор газа». Вместо Юрия Клинских пел его племянник Юрий Епринцев. Но попытка была не самой удачной. Чтобы как-то прокормить себя, Вадиму приходилось не только заниматься творчеством, но и работать обычным продавцом. Родственники Глухова хотели похоронить его рядом с солистом «Сектора газа», однако из-за финансовых проблем не смогли этого сделать. Игорь Жирнов, студийный гитарист. Будучи студийным гитаристом, Жирнов принимал участие в записи музыкального материала для самых разных артистов, начиная от Наташи Королевой и заканчивая Черным обелиском. Была в его внушительном списке артистов и группа «Сектор газа». Однако, как уверял один из бывших коллег Жирнова, Игорь Кущев, к коллективу Юрия Клинских музыкант относился якобы как к обычной подработке. А что сделал Хой? Он взял Жирнова, неплохого гитариста, который и писал ему альбомы, но Жирнову все равно, он и в Рондо работает, и газ для него всего лишь халтура. Тем не менее, именно в тандеме с Жирновым Хой записал все студийные альбомы «Сектора газа» для Gala Records. С Рондо и лидером этого коллектива Александром Ивановым у Игоря сложились самые долгие профессиональные отношения. В свое время он был там не только гитаристом, но и аранжировщиком и саунд-продюсером. В настоящий момент Жирнов является гитаристом в составе концертной группы Иванова. Игорь Аникеев, клавишные. Как и Сергей Тупикин, до прихода в «Сектор газа» Игорь сотрудничал с так называемыми поп-исполнителями, а именно с Ольгой Зарубиной, группой «Ласковый май», Владимиром Пресняковым, а потом переключился на рок и стал музыкантом концертного состава группы Юрия Клинских. В перерывах между выступлениями он работал в ресторанах Воронежа, хотя признавался, что терпеть этого не мог, ведь общепит не сцена, а жующие и выпивающие посетители не сравнятся с реальными зрителями на концертах. Но как ни странно, уже после «Сектора газа» и смерти Хоя Аникеев зарабатывал на жизнь именно таким образом, в ресторанах, параллельно пытаясь реанимировать вместе с Вадимом Глуховым распавшийся коллектив. 10 октября 2014 года в Воронеже 53-летний Игорь Аникеев умер прямо на работе, в перерыве между выступлениями в ресторане. Музыканту стало плохо. По словам очевидцев, карета скорой помощи прибыла на место слишком поздно. Спасти бывшего участника «Сектора газа» не удалось. Андрей Дельцов, звукорежиссер. Именно он был тем человеком, который сообщил когда-то дочерям Юрия Клинских о его смерти. Сегодня дочь лидера «Сектора газа» продолжает общаться со звукорежиссером, хотя он давно перебрался в Италию. Один из основателей студии звукозаписи Black Box. Андрей – человек деловой, с хваткой, поэтому без «Сектора газа» он не пропал. Сейчас Андрей живет в Италии, увлекается автогонками и даже на любительском уровне в них участвует. Также Андрей профессионально занимается съемкой автотранспортных мероприятий. На данный момент он главный продюсер компании The Alice Pro, которая занимается данным видом деятельности. Еще одна бывшая участница группы «Сектор газа», с которой общается дочь Юрия Клинских Ирина, бэк-вокалистка Татьяна Фатеева. Ради гастролей с коллективом она в свое время отказалась от поступления в музыкальную академию. Юра попросил поехать на гастроли, сказал, что без меня никак, без меня их не берут, а у меня уже подготовительное отделение в Гнессинке, меня ждал преподаватель. Лавочка тогда попала в хит-парады, и ему сказали, что он должен привезти с собой оригинал, вспоминала артистка в интервью. Татьяна покинула коллектив в 1993 году из-за проблем со здоровьем. «Я аллергик в плане кожных реакций, и мои аллергические приступы обострялись после пребывания в гостиницах. Посидишь дома – проходит, но на гастролях все начиналось заново», рассказывала Фатеева. После «Сектора газа» она кардинальным образом поменяла свою жизнь, однако окончательно с творчеством не порвала и до сих пор поет.
просто уже совсем другие песни и больше для себя, хотя в фестивале, посвященном памяти Юрия Клинских, также участвует. Уже много лет Татьяна является генеральным директором сети медицинских клиник, она замужем и воспитывает 2 детей. С творчеством мамы периода «Сектора газа» наследники Фатеевой знакомы пока не полностью, ведь далеко не все композиции можно поставить детям, даже современным. Сергей Тупикин, бас-гитара. До того, как Тупикин появился в группе «Сектор газа», он работал в коллективе Ольги Зарубиной, той самой, что пела всем известный хит «На теплоходе музыка играет». На работу к Хою Тупикин попросился сам, просто подошел и предложил свои услуги, поскольку знал, что коллектив временно остался без гитариста. Его дебют в составе коллектива состоялся на рок-фестивале местных групп, который проходил в ВГУ. В 1993 году Тупикин покинул «Сектор газа», и с тех пор о нем мало что было слышно. Лишь в 2011 году прошла информация, что музыканта сильно избили неизвестные. Якобы Сергей распивал алкоголь в компании молодежи, но посиделки закончились конфликтом с собутыльниками и дракой. В результате Тупикин получил множественные переломы и попал в реанимацию. Из больницы он вышел инвалидом, и о возвращении на сцену не было и речи. Когда музыканта пригласили на концерт, посвященный творчеству «Сектор газа», Сергей смог посетить его только как слушатель, но не как участник. В апреле 2018 года гитариста не стало. Он скончался в своей квартире в Воронеже. Об этом сообщил один из родственников Тупикина. Похоронили Сергея на юго-западном кладбище Воронежа, и ему было всего 53 года. Олег Крючков, барабан. Олег Крючков был одним из первых музыкантов, которые примкнули к Юре Клинских, когда тот организовал «Сектор газа». В группе он играл с 1988 по 90 год, а через 7 лет после ухода из коллектива 33-летний Крючков умер. У музыканта обнаружили саркому легких. Как вспоминал друг покойного, основатель воронежского рок-клуба Александр Кочерга, за несколько месяцев до своей смерти Олег рассказал ему о болезни и о том, что по прогнозам врачей жить ему осталось всего 3-4 месяца. Так и получилось. Крючкова похоронили на Никольском кладбище Воронежа. Василий Черных, гитара. Василий Черных был вторым гитаристом в коллективе и оставил группу в 1998 году. Спустя всего 10 лет 42-летний музыкант погиб при странных обстоятельствах. По одной версии его сбила машина, по другой мужчину сильно избили. Василия случайно заметил прохожий в парке и вызвал скорую помощь. На момент приезда медиков Черных был еще жив. Однако спасти мужчину, бывшего участника «Сектора газа», увы, не удалось. В 2013 году силами поклонников и московской группы «Газовый сектор» были собраны средства, на которые музыканту установили памятник. Многие люди переводили средства на счет. Мы сами давали много концертов, на которых тоже собирали деньги, рассказывала клавишница коллектива Елена Алексеева.